Всем привет! Меня зовут Надя Ковба, я художник. Моя взрослая осознанная жизнь началась в 14 лет. Я тогда закончила уже художественную школу и закончила музыкальную школу. И моя мечта стать художником еще не была такой яркой и необратимой, как она стала уже позже, уже в более зрелом возрасте. Но я потихоньку уже начинала мечтать о живописи, о рисовании. В школе живописи мне нравилось все, запахи, звуки, мне нравилось прикасаться к карандашу, к краскам, к холсту. Но учитель говорил о том, что это исключительное дело для избранных, и не каждый из вас станет художником, и, скорее всего, никто не станет художником, но вы учитесь, старайтесь. Так уверенность, что я точно стану художником, постепенно куда-то улетучилась, а потом и жизнь закрутилась совсем иначе. В 16 лет, после победы в конкурсе региональном, тогда еще на Мисс Самаре, меня пригласили участвовать на Мисс Россию, и 77 девушек с разных регионов России. В течение месяца мы жили в замкнутом пространстве, готовились к выступлению. Это был очень интересный опыт, и я выступила вполне себе удачно. Я вошла в десятку финалисток для моего возраста, и это был отличный результат, даже успех. Я выиграла номинацию Miss Nike, и мне предложили контракт на год. Я стала лицом этой компании, и началась жизнь в Москве. Она была, конечно, безумно яркой, интересной, ее нельзя было сравнить с жизнью в Самаре, но примерно через 1,5 года мне стало скучно быть просто моделью, потому что меня всегда было больше. Я не просто была худенькой, симпатичной девушкой, и мне хотелось создавать, творить, и я увлеклась фотографией. Я выучилась на фотографа и начала работать постепенно в Москве, но это было не так просто, а в Самаре было совершенно непаханное поле. Я была единственная девушка-фотограф в Самаре. Мне не хотелось бы обидеть Москву и москвичей, но, по крайней мере, в том возрасте, хотя и теперь, я не готова была остаться здесь жить, потому что не только Москва, но и, в принципе, любой мегаполис — это не совсем моя история. У меня открылась большая студия, я работала в лучших журналах, портфолио, рекламные кампании. И когда мне было 19 лет, я познакомилась со своим будущим супругом. Он был очень успешный спортсмен, известный футболист, но я об этом не знала, потому что футболом не увлекалась. Мы познакомились случайно и на улице. В первый же день он сказал, что на мне женится. Я прям сказала, вряд ли, потому что я вообще-то из Москвы, и были такие ощущения смешные. Но через год он на мне действительно женился. Позже у нас родилось 2 прекрасных детей. Но через всю мою жизнь такой красной нитью идет параллельно с реальной жизнью какая-то моя такая фантазийная и нереальная — это мои мысли о рисовании и о живописи. Я даже приходила в художественные магазины, я даже покупала краски, я покупала холсты, я даже купила табуретку для пленэра, но я это даже никогда не открывала, не использовала, просто мне хотелось, чтобы это было как-то рядом, что ли. Живопись вернулась в мою жизнь, когда мне было 27, но совершенно странным образом я открыла школу живописи для людей, которые никогда не рисовали. Это, опять-таки, был проект первый для моего города. Никто этого до меня не делал, не открывал. И тоже он пользовался бешеным успехом. Люди приходили, говорили, что у меня не получится. Через 3 часа уходили с готовой работы, с горящими глазами. И я снова и снова, видя их опыт, начинала верить в то, что это возможно, что если они могут, то, наверное, и у меня получится. Но я все еще не разрешала себе рисовать. Это удивительно. Я хотела, но не делала. Вечный разговор с умом, вот эта внутренняя какая-то борьба. И по факту ты не делаешь то, что ты хочешь делать. Потому что. Этих «потому что» всегда очень много. Но, глядя на людей, у них получалось, и я стала тоже пробовать потихоньку, на небольших холстах. У тебя 2 детей, прекрасный муж, у тебя замечательная квартира, у тебя есть все финансовые возможности, блага. 2 раза в год ты путешествуешь по лучшим отелям, правда, в одни и те же. И, максимум было, наверное, 8-10 стран к 27 годам. И это жизнь-мечта, наверное, но не моя. И потом появился вопрос, а где я вообще в этой истории? Я есть? Или есть Надя Ковба, которая фотографирует, которая известная, которая успешная, которая мать, которая жена. А где я вообще? Непонятно в этом мире. Я задала себе этот вопрос, и ответ меня удивил. Вопрос был таким: чего ты действительно хочешь? И я ответила себе, что я хочу путешествовать и рисовать. Когда в мою жизнь пришли путешествия, они помогли мне
реализоваться и мечте о живописи. Сначала я разрешила себе уехать на месяц в Таиланд с детьми, и тогда этот месяц мне казался настолько смелым решением, что как я уеду, я все брошу, в смысле на месяц. Как это? Это очень долго, это 4 недели. Я уговаривала себя, уговорила и уехала. Я только потом поняла, зачем все это было. Я гуляла на юге Пхукета. Как сейчас помню, что я увидела галерею. Ну как галерею? Даже киоск с открытыми металлическими дверями. На них висели огромные холсты. А на холстах были изображены старцы. 2-метровые полотна. Вообще совершенно уникальная техника письма. Они меня настолько поразили. Они смотрели как будто в душу, эти глаза. В них было столько любви, мудрости, боли. Вот какой-то... Они были настолько глубокими, что сначала я замерла на какой-то период времени, разглядывала, но это было до мурашек. А потом я, естественно, захотела познакомиться с мастером, кто это написал. Я зашла внутрь и увидела худощавого, невысокого человека с длинными дредами. Не сразу поняла, что он художник, уж больно такой маленький, был необычный, в широких штанах. Он сидел, сложив под собой ноги. Я подошла и по-английски начала с ним разговаривать, восхищаясь его работами. Но он только помотал головой, как бы давая понять, что он не понимает по-английски. На шум нашего разговора вышла его жена. Джун, очень крупная, видная женщина. И Понг, конечно, на ее фоне смотрелся как маленький ребенок. Она меня сразу приобняла, приподняла, разглядев во мне клиента. Но когда поняла, что я не просто пришла купить картины, а хочу учиться у него, ее интерес поугас. И она сказала, что Понг не берет учеников. Я была достаточно настойчивой, но она сказала нет. Я расстроилась, конечно, я ушла, но на следующий день снова вернулась. Уже с цветами, с небольшим подарком. Так я ходила к ним каждый день, уже не помню, 3-5 дней, неважно, но мы как будто бы стали уже ближе, мы стали вместе смеяться, разговаривать. В какой-то момент они мне сказали: хорошо, ты будешь платить нам деньги и будешь сидеть и смотреть, как рисует Понг. В этом заключалось и, собственно, все обучение. Но это уже кое-что, я, конечно, согласилась. Я просто приходила в мастерскую на улице плюс 30. Забегая вперед, скажу, что я прожила в Таиланде 3 года. Я училась у Понга, бизнес остался в моем родном городе, и он работал, успешно работал. Я не переживала об этом совершенно, потому что я как-то отпустила эту ситуацию, и она меня не волновала, потому что я была полностью поглощена настоящим, поглощена реальностью, а именно моим обучением. Долгим и, если честно, нудным. Каждый день на жаре я сидела и снова рисовала одно и то же. Снова и снова. У меня не получалось ничего. Вообще. Я не знаю, сколько времени это длилось, но, естественно, были ощущения, что не получится никогда. Были ощущения, что вообще все это зря, что ты просто бестолочь, бездарность. Я ругала себя, нервничала, потом возвращалась и снова рисовала. До тех пор, пока у меня не начало получаться. Учитель просто приходил и стирал тряпкой все, что я рисую, но когда у меня действительно получилось то, к чему я шла, к чему я стремилась, и я была безумно горда собой, я позвала учителя, и он снова стер все тряпкой, я поняла, что ничего я тогда еще не поняла. Мне казалось, что я все поняла, но нет. Это гордыня, это ощущение, что как так? Это же было практически гениально. Когда этот момент я смогла пережить, когда я приняла, что да, я в начале пути, и пока еще у меня ничего не получается, и Понг прав, вот тогда и начался мой путь, истинный путь становления художника. И у меня потребовался еще, наверное, год, чтобы действительно хоть чуть-чуть приблизиться к моему учителю. А тот момент, когда я считала себя гениальной, был очень смешным. По моим ощущениям, внутри меня всегда был ответ, кто я, зачем и куда я должна идти. Я его не слушала, но он имел накопительный эффект. И этот поиск, просто без него жизнь потеряла всякий смысл. Мне нужно было обрести какую-то глубину. То есть все, что было, тоже было очень важно. И семья, и дети, и эта работа. Но то внутреннее, это сложно передать словами. Ты никогда это чувство не врет. Оно просто есть. Ты просто знаешь, что всегда ответ в тебе.
И когда ты уходишь от него, он тебя догоняет и копит это некое напряжение, а потом ты видишь, куда идти и зачем. Я никогда не забуду одну ночь. Она являлась переломной во всей жизни моей в Таиланде. Я осталась ночевать в мастерской. Было очень чистое звездное небо. Я сидела около мастерской на табуретке, светила лампа, и передо мной был большой 2-метровый чистый холст. Я себе сделала палитру, взяла мастихин, и пока мой учитель спал, разрешила себе сделать, как я хочу. Там не было никаких образов на этом холсте, не появилось привычных образов. Я просто отпустила себя, позволила делать то, что я хочу, и я цветом, просто цветом, без каких-либо форм, передала свое состояние. Это был, наверное, самый счастливый момент, который я пережила в Таиланде. Это была связь с землей, с небом, с холстом. Я просто творила и рисовала, и до рассвета. Это звездное небо, я это никогда не забуду. И чувство свободы делать то, что ты хочешь делать. Не вот эта пыльная дорога, жара, капающий со лба пот, и ты рисуешь этот глаз бесконечный, а тебе стирают, а ты его рисуешь, а ты рисуешь просто, ты отдаешь свою энергию холсту, ты отдаешь себя, свою любовь, свою душу, ты отдаешь это на холст без оценки. Ты не боишься ошибиться. Эта ночь показала, как нужно жить, в принципе. Это не только про живопись, это про то, как нужно жить, отдавая и не боясь. Когда я вернулась, был не самый простой период в моей жизни, связанный с разводом, и я почти перестала рисовать. Не знаю, как у других творческих людей. Я знаю, что многие творят кровь, любовь, им нужна драма, трагедия. У меня все не так. Я пишу только в ресурсном состоянии, только когда много любви, много энергии. Я пишу, когда избыток. Я не могу писать, когда я чувствую, что мне плохо. По моему ощущению, я должна с людьми делиться только счастьем, только хорошим. Потому что масло, оно ведь живое, оно все помнит. И когда эти работы потом находятся в помещении, в пространстве, они наполняют тем, что вложил художник. И у меня нет никакого права писать, когда мне грустно или плохо, потому что как потом будет жить эта картина. Вторая часть мечты под названием «Путешествие» мне помогла. Я тогда уехала в Исландию на месяц, и это просто... Это за гранью. Это настолько хорошо, это так красиво. Я ехала по периметру всего острова, включая западные фьорды, включая маленькие островки. Я видела китов, я видела нереально красивые водопады, вулканы, пещеры. Это сложно объяснить, это надо видеть, туда надо ехать, этим надо дышать. Нужно жить на фермах, нужно общаться с людьми. И мой личный рецепт, что нужно быть одному. Потому что когда ты едешь с кем-то, ты этим делишься, меняешься, ты это, как-то тратишь, что ли. А если ты один, ты это аккумулируешь, порой тебе слишком много, ты успокаиваешься, дышишь, потом опять смотришь и думаешь, как это возможно? Как это возможно? Это же лучший художник на свете, природа. Как это возможно? Что ты творишь со мной? Это очень красиво. Это путешествие стало началом очень многих других путешествий. Я была уже в 57 странах, и я не хочу останавливаться на этом, потому что это чистый кайф. Сейчас я работаю, я художник. Я работаю действительно много. Я пишу каждый день или через день. У меня много заказов. Мои картины пользуются спросом. Пользуются спросом. Я провела выставки и в Нью-Йорке. Я участвовала на арт-базеле в Майами. А для художника это как для альпиниста Эверест. Эта история случилась со мной год назад. Это был мой день рождения, 6 сентября. Я проводила детей в школу, и была прекрасная солнечная погода. Я шла одна в 8 утра, и меня просто распирало от счастья. Я шла в парк, я дошла до лавочки и села на нее. Улыбалась солнцу, жмурилась на солнце, и мне было настолько здорово и хорошо, что я как будто это даже не могла в себе вместить. И вдруг идет человек, как бы его правильно сказать, без определенного места жительства. Но не просто, а настоящий Гоголь, профиль, даже волосы как-то так немножечко приглажены.
И идет на мой день рождения Гоголь настоящий. Я, конечно, удивилась. Ну и первая мысль, обязательно нужно с ним позавтракать. Обязательно, потому что, а как? Я бегу в магазин, думаю, как бы не ушел. На соседнюю лавку присел. Купила вкусной еды, купила кофе. Потом подумала, что, наверное, вдруг он не пьет кофе, купила чай на выбор. И иду обратно, думаю, куда же ты? Он, наверное, ушел. Ты даже ему ничего не сказала. Иду, переживаю, смотрю, сидит. Подхожу, ужасно довольная собой. Говорю ему: доброе утро. Извините, пожалуйста, я не хотела вас побеспокоить. А не могли бы вы со мной позавтракать, потому что у меня день рождения сегодня, и такой день хороший. Вдруг он поднимает на меня глаза, смотрит и говорит: себе оставь. Я говорю: извините, я не хотела вас обидеть. Я искренне хотела просто с вами разделить это утро. У меня начинает дрожать голос, потому что, я же не хотела его обидеть, а он обиделся как будто. А он смотрит вот так, не моргая, и говорит: себе оставь. Я думаю, не буду ему оставлять, наверное, уж больно жестко. У него был такой настрой, что там безапелляционно. И я ушла, разревелась, иду, вытираю все вот так. И ужасно обидно, так обидно. И вдруг я понимаю, что это подарок, что это послание мне на день рождения. И до меня доходит, что это себе оставь. Запомни эту фразу навсегда. Когда тебя вот так переполняет, Наденька, когда ты сидишь и не можешь в себе это вместить, уж постарайся вмести, потому что себе оставь, а потом этим корми других. Не надо сразу, как пинг-понг, вот этот мячик пришло, отдал, пришло, себе оставь. Я дошла до храма, там сидели люди, я им раздала эти вкусняшечки, они вкусно поели, все было здорово, и день рождения удался. Но я этого Гоголя запомнила навсегда, потому что огромное ему спасибо. Это было такое послание, оно мне было нужно, и оно подтвердило то, что вот эта роскошь путешествий в одиночестве, то, что я себе позволяю. Я уезжаю одна, уезжаю надолго и изучаю страну вот так спонтанно, на ощупь, по-творчески. Я все это оставляю в себе, а потом, конечно, делюсь с людьми, но потом я это аккумулирую, а потом уже отдаю. Если я отдаю сразу, то я не успеваю наполниться. И себе оставь – очень важный момент в нашей жизни. Гордыня, она же многогранна. Под ней прячется столько всего. Не просто так гордыню назвали первым смертным грехом. Когда мы понимаем собственную ничтожность, собственный маленький вес и рост, маленькое все в сравнении с целой Вселенной, и при этом мы понимаем, сколько в нас всего много, вот это важно. Не просто, что я все могу. Важно понимать, что сам один, без поддержки, ты вряд ли что-то можешь. Если ты попросишь, тебе дадут. Но сам ты потратишь столько сил, ты будешь бегать по кругу, ты будешь кричать: «Я могу», «Я сам», «Я сильный и большой», но ты маленький в сравнении со Вселенной. Маленький. Попроси, иди по самому экологичному пути, пройди легко. Зачем эти напряжения? Зачем? Я добьюсь, и вены лопаются у людей, они добиваются. Такая штука. Каждый день просишь от нее избавиться, получить смирение, наполниться любовью. В этом-то, наверное, и есть счастье. Люди не хотят слышать себя, потому что страшно. Страшно услышать правду. Страшно выйти из зоны комфорта. Страшно менять. Очень страшно. Потому что даже будучи по пояс в болоте, ты к нему привык. И надо неимоверные усилия. Ты видишь этот прекрасный пляж, но ты все еще в болоте. И надо напрячься, надо выйти из него. А мозг говорит тебе: а вдруг ты обгоришь на этом пляже или утонешь. В болоте все понятно, дальше уже не уйдешь. По пояс и все, не так уж и плохо. В целом даже мягко. Оставайся. Мозг, он такая история, которую нужно взять и выключать. И доверяться тому состоянию, в которое ты погружаешься, не анализируя. Очень важно слышать вот этот самый внутренний голос, который не от разума, а от сердца и от души. И он громче вообще-то мозга, гораздо громче. Мозг, он что-то прыгает с темы на темы, засовывает тебя в какие-то рамки, куда-то пытается тебя спрятать. А этот голос говорит всегда одно и то же. Он не юлит, у него все понятно. Иди туда, делай то. Есть вопрос, есть ответ.
С ним все просто. Вселенная изобильная, это правда, и это не пустые слова. Если человеку нужны ответы, придут ответы. Если человеку нужны материальные блага, придут они. Слышать себя может каждый, и это не какая-то роскошь. Надо просто захотеть услышать. Мы живем, все мы здесь живем для того, чтобы научиться любить. В этом единственный смысл. Я говорю сейчас о любви во всех ее проявлениях. Я в самом начале пути, только, наверное, святым и Богу дано любить всех. Но я учусь, я иду по этому пути. Я бы очень хотела научиться искренне любить всем сердцем без остатка, и я пока этому учусь. Но я точно знаю, что каждый человек пришел в этот мир для того, чтобы пройти свой путь, научившись любить или хотя бы как-то к этому приблизиться, или любить абсолютно все и вся. У всех же разная задача именно в этом воплощении. Но она есть и общая. Мы здесь учимся любить. Я бы посоветовала: наслаждайся. Будет столько всего в твоей жизни, ты не представляешь. У тебя будет очень классная жизнь. И все, что я могу посоветовать, просто наслаждайся. И я бы не хотела ничего изменить. Мне нравится все. Это честно. Для меня люби то, что делаешь. Это про радость, про наслаждение. В моем случае это живопись, и я рисую потому, что я не могу не рисовать. Вот такой простой ответ. Я это делаю, потому что я не могу это не делать. И пусть вы научитесь слышать свой собственный голос и разрешите себе быть тем, кем вы задуманы.